Кровавая распродажа криптовалюты. Это самое лучшее время вот сейчас для входа новичков, потому что именно в этот период новички могут заработать, приобретая монеты. И что самое главное я упустил, в том, чтобы какую-то определенную часть держать в биткоине, потому что все остальное это, мягко говоря, очень жидкая такая субстанция, которая в моменте может меняться и падать на 90%, на 79%. Большее количество монет у меня, значит, лежит на Binance. Их я не беру в оборот, потому что ты знаешь, что мы двигаемся с маленьких, в принципе, монеток, которые только начинают зарождаться. На самом деле в игровом таком варианте хотелось бы приобрести Луну, игровую монету, допустим, Decentraland, ну и в долгосрочную перспективу немножко тоже взять, чтобы понимаешь, что есть определенный болевой порог. Если ты всю зарплату, короче, кидаешь там в монету, конечно, у тебя мозг будет выкипать, выгорать, ты будешь искать возможности подтверждения к тому, что пойдет сейчас рост, или начнешь искать подтверждение, что будет падение. Поэтому это действительно очень выжигает человека, просто его психологию выжигает. Поэтому хотел бы, чтобы ты сконцентрировался, значит, на психологии. Нужно как-то прорабатывать себя, все свои стрессы, там, переживания выписывать на бумагу, общаться с собой, проводить диалоги для того, чтобы разложить все по полочкам. Где-то ошибся, где накосячил, чтобы больше ошибок этих не повторялось. В частности, приобретение криптовалюты там от 80 до 90% скидка, вот в этих моментах необходимо ее покупать. Я об этом изначально, когда входил в криптовалюту, об этом догадывался, понимал, но месяц назад, может, где-то действительно понял, что, блин, ну только так, что брать их со скидкой. В некоторых ситуациях бывает такое, что топовая монета, она может вначале стрелять. Такое тоже бывает. Не то чтобы топовая, а просто попадая в тренд, как эти кроссы, да, там всякие, они помогают все равно чуть-чуть заработать в начале. Когда уже на CoinMarketCap попали, в начале дают заработать. Попасть изначально в токен сейл, ну туда, где монетки стоят вообще копейки, вот эти вот кроссовки, да, допустим, взять. Чтобы вот со стопроцентной гарантией я подсчитывал, там монет надо на DAO Market, этой монетки надо закупиться на 130 тысяч долларов. Такую капу мы можем собрать? Я думаю, пока нет. Пока рано такую капу собирать. Можно, конечно, начать с двух, там, с 5000 баксов, по-моему, сейчас в районе 5000 баксов можно минимально зайти на DAO Market, приобрести монету на том падении, в котором она упала. Сегодня у меня такое, знаешь, эмоциональное видео, раздрайв такой, потому что тут и политические какие-то неувязки, тут еще плюс криптовалюта тоже происходит. Хочу сказать так, что все вот это происходит для того, чтобы нагнуть, сесть на человека и ехать на нем. Осознавая это, надо потихонечку отряхнуться, понять, что тупо на нас хотят прокатиться, как в криптовалюте, как в военных действиях. И смотря, значит, свободные деньги. Да, ты должен, получается, входить на свободные деньги, которые не жалко потерять. Вот если маловероятность такая, ну, есть какая-то определенная вероятность, там 50 на 50, то, что Terra Luna когда-нибудь там через какое-то время восстановится. Потому что она не совсем пропадает, она с комьюнити на связи, она продолжает, значит, общаться, успокаивать, говорит, оставайтесь, все будет хорошо. Это очень, может быть, очень хорошим таким моментом для отвода глаз и для того, чтобы испугать людей, принеся ее в жертву. Да, может, кто-то эмоционально здесь конкретно из основателей не справился, потому что такую кучу монет слить так вниз только может какой-то дальний держатель, у которого большие накопления, еще которые были буквально до CoinMarketCap. Понимая это, он, скорее всего, разгрузился, и какая-то часть, большая часть, возможно, денег может поступить в биток. Пока на вот этой хрени, не понимая, что происходит, он может удвоиться, утроиться на битке. Потом часть эту может сюда и обратно закинуть, как вариант. Вот я вижу такой вариант. По сути, очень вариант логичный. Как бы ты эту сумму гарантированно в биток, потому что биток, если провалится все, уничтожится все. Такого, в принципе, не должно произойти, но мы должны допускать. Поэтому вкладываем только свободные
деньги, разговаривать с собой, психология так. И хочу еще сказать, что все, в принципе, работает пирамидально. К чему ни коснись, все работает по пирамидальной схеме. Поэтому есть люди, есть деньги. Нет людей, нет денег. Под криптовалюту уже пришло, подкопилось очень много людей в очереди, богатых всяких компаний, которые хотят сейчас по дешевке взять его, биткоин. Для того, чтобы его взять и не покупать дешево, создаются вот эти вот такие черные лебеди, когда все идет просто крахом, вплоть до этих, выкашивает даже стейблкоины. Но также, чтобы ты знал, да, ты скорее всего уже тоже проюзал, возможно, что вот этот уже орут и орут, да, про эту Луну Терру, в том, что стейблкоин Terra USDT непосредственно связана с Луной, то есть это, в принципе, одна система, потому что UST, получается, он связывался с Terra и Луной, и они работали как инь-янь. Поэтому кто-то из них, короче, обкакался. Наверное, скорее всего, Луна, и посыпался у него этот UST. А я смотрел один раз как-то обзорчики такие, вроде как бы, типа, вот эта монетка децентрализованная. Рекомендации даже слышал, что, типа, давайте сюда, кидайте. Благо, я не дошел до этого распределения, пронесло, руки не дошли. И, в принципе, знаешь, какие еще ошибки, да, допустим, я совершил в этом погружении, в том, что не остался в тезере, то есть процентов там 60-70 надо оставлять в тезере, то есть чтобы вот в таких моментах просто докупать и зарабатывать больше, потому что именно больше всего зарабатывают денег тогда, когда рынок сажается. У меня же большее количество осталось в BNB, общее количество денежных средств, и все остальное получается в портфеле, рисковом портфеле, который я с тобой собираю. Здесь тоже творится такое страшное. Портфель, значит, доходил где-то до 130-140 где-то баксов. Сейчас, конечно же, это все просело. Кто-то из этих монет просто не выживет, но я помню, для чего мы собираем этот рисковый криптопортфель. Для того, чтобы найти именно ту ракету, которая нам нужна, которая даст большие, мощные иксы. Какие-то по 2 нуля закроются, какие-то по 3, какие-то соскамятся, какие-то дойдут когда-нибудь до доллара. Не знаю когда, может там лет через 10. Какие-то, может быть, через год, 2, 3. То есть смысла нет выходить из той монеты, которая трудится, или даже та, которая уходит уже в скам. Потому что это именно рисковый портфель, в который вкладываем для того, чтобы распределить риски. И пока кто-то молодой, большую часть денег распределяет на риски. Для того, чтобы быстрее, пока энергия, короче, есть в человеческом теле, быстрее накопить. Несмотря на то, что я говорю быстрее, это не значит, что надо ускоряться, торопиться, там брать в кредит что-то, а имею в виду, что всему, в принципе, свое время. Вот это вот самая классная фраза. Но просто молодой человек может рисковать чуть больше, чем уже человек, допустим, который в годах, которому там под 50, под 60 лет. И то все равно есть такие красавчики, которые рискуют, и рискуют оправданно. Хотел же также заметить, что Уоррен Баффет, значит, он, короче, говорит, что биткоин это просто мусор, понимаешь? Хотя сам держит биток, еще и по-любому сейчас на просадке будет докупать. Вот по-любому, потому что он долгосрочный держатель, он будет топить в долгосрок, там, на 10 лет и будет докупать. А сейчас создается такая ситуация, что вот это просто мусор, несмотря на то, что в США на сегодняшний день установлено 33 тысячи криптоаппаратов по обмену, получается, и приобретению криптовалюты. И считаю, что идет, получается, потихонечку внедрение биткоинов. В России, значит, у нас уже порядка где-то 50 криптоавтоматов. Блокчейн потихонечку распространяется на волю. И задача, как больше людей вытряхнуть, как можно больше оставить людей в неведении, оставить их бедными. Вот у меня было желание взять PancakeSwap, приобрести PancakeSwap. Видел, по-моему, PancakeSwap находится в системе Binance Smart Chain, то есть PancakeSwap принадлежит уже Binance. И монетка была в районе где-то 7 баксов, я думал, возьму. Она упала даже до 4. И очень много интересных монет сейчас именно вот новичкам. Конечно же, не рекомендую вкладывать сюда больше там 0,5%. То есть все равно сейчас желательно быть не адептом какой-то определенной криптовалюты и не
внести туда кэш, а все-таки распределять, смотреть функционал, смотреть перспективность, работоспособность и потихонечку распределять. Может даже и не потихонечку, а в моменте, изучая их, но тоже не торопясь. Если времени нет, то и только заходишь, да, допустим, в криптовалюту, то рекомендую большую часть в биток, большую часть, как сказал, 60-70%. То есть, в принципе, сам можешь распределить, да, вот процентное соотношение, сколько ты собираешься сохранить и сколько прям иксануть. Только иксануть надо так, чтобы распределить, конкретно угадать невозможно, и никто тебе точно прям не подскажет, что вот эта монета, садись, говорит, сейчас полетим. Такого нигде не будет. Если будет, то, скорее всего, тебя пытаются кинуть. Поэтому, в принципе, сохраняй хладнокровие. Я знаю, это вообще капец очень сложно, ну, переосмыслить, когда теряешь зарплату. Я терял зарплату, плюс отпускные, и находишься в этом угнетенном состоянии и понимаешь, что вот в секунду, казалось бы, можно было все изменить. Вот в моменте можно было все переиграть. Но это только лишь тебя укрепляет, делает тебя сильнее, с крепкими яйцами мужчину. Риск — это на самом деле удел предпринимательства, и кто-то может сказать, что в криптовалюте не может быть бизнеса, или в криптовалюту... Ну, сейчас много может быть хейта по поводу криптовалюты. Желаю тебе не слушать сейчас новостной фон, брать скидки. У меня сейчас, в принципе, что тут, особо по USDT у меня, в принципе, такого запасов таких больших не осталось, да, чтобы которые можно было сейчас распределять. Но я все равно в течение вот этих просадок, да, буду смотреть, что-то, может, буду с BNB чуть-чуть вытаскивать, да, и пытаться распределить еще какие-то, зацепить моменты, укрепить что-то. Также слушая, в принципе, там, наблюдения там опытных, более опытных блогеров, которые крутятся в криптовалюте, есть определенная закономерность, что сначала стреляет биток, потом, когда он начинает уже спускаться вниз, разворачиваться, начинает стрелять все остальные, короче, эти альткоины. И так уж зародилось, что сначала заходят в биток, растут на нем, потом оттуда выходят, входят сюда и начинают еще здесь, короче, стрелять. В других монетах, в альтах всяких. Поэтому спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Благодарю, что ты смотришь это видео. Оно очень будет тебе, я думаю, кстати. Кто-то может что-то напомнит, вспомнит, может себя вспомнит в какой-то ситуации. Может кто-то будет чуть-чуть готов к этой ситуации или чуть-чуть проявит свою память перед какой-то ситуацией. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео.